Приветствуем вас на канале Раиса Кириченко, дача, сад, огород, цветы. У нас прекрасный урожай баклажанов, вот вторая волна, мы их собираем и будем делать заготовку. Так как нынче идет время, когда может не быть света, у нас есть часть заморожена, вот мы сейчас будем сушить. И эти сушеные баклажаны пригодятся для приготовления. Снова же замочил, можно и обжарить их, и можно из них готовить рагу. Вот мы сейчас их будем готовить. Для этого нам понадобятся баклажаны. Я их мою в первую очередь. Перемываем хорошенько. Хотя и шкурочку будем снимать, но надо их перемыть. А теперь надо баклажаны очистить вот от этой кожуры. У кого-то есть особые какие-то чистилки такие, но у меня еще такой нету. Приобрету, а пока использую просто обычный нож. Можно кожицу и оставить, но мне не нравится она потом, когда готовишь в рагу, вот эти кусочки отделяются темные. А так, если уже вот эти кусочки будут без этой черной кожицы, и они будут намного более привлекательны, эти кусочки, в рагу. Вот. Теперь это сюда. Ну и дальше мы режем их. Можно по-разному, но мне нравится именно колечками, где-то 3-5 миллиметров. Почему? Мне надо для сушилки, и вот это вот как раз высота самая хорошая. Если будет больше, то, естественно, уже я не смогу в свою сушилку заложить нужное количество. Можно и в длину делать, но мне нравятся вот такие кусочки, поэтому я сейчас их буду нарезать таким образом. После того, когда я нарезала вот такими кусочками баклажаны, обязательно нужно их солью пересыпать. Хотя баклажаны у меня особые, они сладкие даже когда перезревают, но в данном случае соль служит очень важным таким компонентом соединительный компонент между клеточками. И вот получается, когда просаливается клеточки вот баклажанчика, они становятся жесткими и не разваливаются, потому что мы еще будем и одно дело важное делать впереди. Смотрите обязательно до конца, увидите, зачем вот каждый шаг предпринят для того, чтобы приготовить очень вкусные сушеные баклажаны. Итак, пересыпаю солью, как обычно мы делаем. Обычно солим для того, чтобы сок пустил, и затем вот горечь убирать. Горечи нет у нас. Но посолить обязательно и хорошенько надо перемешать. Прошло 20 минут. Вот, они даже вот такие мягкие стали. Сейчас моя задача помыть от соли. И я часть баклажана буду как раз сколько мне надо. Следующая операция будет после этого. Это у нас бланшировка. Видно? Сейчас я заберу это. Раз. Вот. Я не отжимаю. Нет, плохо видно. Дорогие зрители, стараюсь, чтобы все было видно. Смотрите, просто вымываю их буквально минуту. Не отмачиваю, а промываю их. Вот. Теперь их помещаю, для того, чтобы они стекли. Вот так вот. Вот, у меня там уже почти кипит в кастрюле, водичка закипает. Сейчас мы перенесем все это в кастрюлю. Закипело. Закипает. Мы сейчас должны будем провести очень важную операцию. И эта операция связана с тем, что мы проварим. Обязательно нужно проварить несколько минут вот эти кусочки. О, прекрасно закипает. А сколько кипело? Оно только закипело.
И сейчас буквально минуту-полторы, потому что если больше, получается, развариваются именно вот эти переспевшие баклажаны, расползаются. Вот сейчас минуту точно надо подержать. Сейчас покипит, и можно будет... У меня тут уже подготовлен таз с холодной водой, потому что бланшировка это овощи готовятся к тому, чтобы сушить их. Бланшировка это в кипящую воду. Очень много таких вот овощных растений можно таким образом подготавливать к сушке или к заморозке. И получается очень хорошее качество. Вот, поэтому холодная вода обязательное условие. А затем после холодной воды мы будем их выбирать и отправлять на еще один буквально прием для того, чтобы полностью убрать воду. Ну как полностью, чтобы как можно меньше воды в сушку попадало и быстрее они высохли. Вот смотрите, когда становятся они вот такие уже чуть-чуть цвет меняют, вот еще чуть-чуть, все, мы будем их вытягивать уже с этой кипящей воды. Для этого нам понадобится дуршлаг. Меня кто-то исправил, что я неправильно говорю. У нас говорят друшлаг. Ну хорошо, будет по-научному. Просто в каждой местности люди называют по-своему какие-то предметы. Вот смотрите, даже чуть-чуть уже минуту, и вот именно переспевшие кусочки уже распадаются. Поэтому надо стараться вот минуту. Потому что у нас еще время получается на время закипания. Мы в кипящую воду положили вот эти кусочки. Вот. И теперь где-то еще спрятали. Тут еще 2 кусочка видела. И теперь задача охладить, быстро охладить. А быстрое охлаждение это холодная водичка. Вот холодная вода охлаждает наши баклажаны, кусочки баклажанов. А как чипсы будет, видите, как красиво оно смотрится. Так, кусочки у нас получаются, ну не страшно. Какие-то разошлись. О, замечательно, прохладненько. Так, и теперь надо охладить и наш помощник дуршлаг. Вот так вот. Он должен тоже быть холодный. Ну, а теперь сюда в него выкладываю вот эти кусочки охлажденного баклажана. Вот смотрите, как красиво получается. Прелесть прямо. Тоньше нельзя. Вот самое хорошее 5 миллиметров. Прошу прощения, 5 миллиметров. Все мы меряем в каких-то единицах. Итак, нам нужна длина, толщина. А толщина вот этих кусочков 5 миллиметров. У нас возник спор, сколько же миллиметров имеют вот эти кусочки. Так вот, я смотрю, некоторые 8, а некоторые действительно 5. Есть. Вот когда они уже, смотрите, значит, надо до около сантиметра свежий, он уваривается, усушивается, и вот смотрите, 5-7 миллиметров, да. Так что просто возникнет вопрос, если вы будете резать, смотрите, как вам удобно, какая у вас сушилка. У меня сушилка не допускает больших расстояний, нужно стараться вот как можно тоньше резать, чтобы они выдерживали вот эту цельность. И вот смотрите, что у нас получается, кусочки. Можно вот, кстати, я и попробовала вот таким кусочком разрезать. И это вопрос, конечно, будет возникать у многих, как же это сделать. Но главное не переваривать, чтобы они не расползлись. Вот молодые баклажаны, смотрите, они не расползлись. А вот эти уже старые, но не страшно, я их тоже посушу. Эти кусочки, все это пойдет. Конечно, дольше чуть-чуть надо поработать с ними, но не страшно. Затем вот мы уже померили, и теперь мы что делаем? Я беру просто старые свои сухие полотенца, ткани и раскладываю на них вот эти кусочки. Эти кусочки сейчас должны еще чуть-чуть лишнюю воду должна
вот эта ткань убрать. А теперь остается уже самое-самое финишное дело. Это выложить на лотки для сушки вот эти все кусочки баклажанов, что я и делала. А теперь идем к нашей сушке. И закладываю вот все вот эти лоточки друг за дружкой вот этими баклажанами. Ну вот у меня вся сушилочка вот готова уже, потому чтобы полностью закладываю. Это требование, кстати, этой сушилки. Вот так вот все закладывается. Вот, и здесь очень интересная дверца, она магнитная. Вот так вот закладывается все и закрылась. Ну и включаю на 3 часа эту сушилку для того, чтобы высушить одну часть. Если потом переворачиваю, посмотрю, как, если нужно досушивать, еще буду сушить, перекладывая вот эти все лотки. Отвечу сразу же на вопрос, как называется эта сушилка, как оно правильно, вот я тут показываю, произнести не могу. Дети подарили мне на день рождения. Это не реклама, это просто подарок, который я получила в свой день рождения, зная. Дети знают, что я очень люблю такие вещи готовить. Ну что, включаем. Вот сушилка начала работать. 70 градусов на 3 часа. Тихонечко так работает. Все, пошло дело. Итак, прошло 3 часа. Выключаем и смотрим. Ну, верхний слой. Да, надо еще сушить, еще влажненькое. Сейчас буду переставлять их. Менять местами. Серединка вообще еще, смотрите, какая. Так что сейчас еще раз. Вот внизу более-менее высохло чуть-чуть, но лучше, потому что там же сразу идет. Вот, смотрите, вот эти кусочки маленькие, они уже сухие. Я их сейчас вытяну даже. Ну что ж, сейчас переставлю и снова на 3 часа включу. Пришлось сушить 8 часов. Вот такие прямо чипсы получились, довольно такие интересные. Но вот с 2 ведер у нас получилось где-то 1,5-литровые банки сухих. Вот что интересное, что я хочу еще предупредить. Сейчас буду закладывать в контейнер сухие и будем сушить, держать просто-напросто в доме, даже не это, ничего не в холодильник. Потому что они сухие, видите какие, просто звенящие. Вот. Что я хочу еще сказать, что все-таки надо 5, где-то толщина должна быть 5, 7, 8, это самое большее, потому что миллиметров, потому что получается, что они вот толще были около сантиметра, они хуже сушатся. А вот эти тоненькие, вот смотрите, просто чипсы получились, очень красивые, поэтому сухие просто. Сейчас мы их сразу же заложим. Заканчиваем мы 31-го закладку, а начинали этот процесс 30-го. Смотрите, какая красота. Поэтому сегодня еще знак стихии воздуха, близнецы. Очень хорошо заложить на хранение. А завтра уже будет время стихии воды. И все это будет очень влажным. Ну вот я отложила вот эти кусочки, которые влажные. Они будут у нас отдельно, но я положу их в холодильник. Попробую еще залить их маслом и с чесночком и со специями. Посмотрим, что получится из них. А вот это у нас сухие, просто звенящие. Смотрите. Вот какая красота. Чипсы из баклажаном на зиму. Надо же, 2 ведра вместилось. Вот такую часть. Зато потом размачиваешь, и очень вкусно. В рагу замечательно получается, да, в любом блюде, которое мы хотим. Видите, как получается. Можете, кстати, попробовать еще вот такой разрез тоненький, и получается очень хорошо. Их лучше, кстати, сушится. Это сразу же вам подсказка, то, что можно сделать. Потому что у меня сестра это делает постоянно, и это я рецепт у нее взяла, как это все делать. И вот у нее постоянно зимой все блюда, картошка, овощи, вот она готовит чипсы на зиму из баклажана. Раиса Греченко, Александр Волик подготовили сегодня это видео. Вчера мы начали, сегодня завершили приготовление на зиму баклажанов в виде чипсов.
Прощаемся с вами. Приятного аппетита. Если вы желаете заготовки такие сделать, делайте. Не оставляйте на долгое время. Очень удобно, мало места занимает. И зато можно хорошо хранить в любом, кстати, месте. Главное закрыть, чтобы влаги не было. И затем пользоваться весь сезон, зиму и весну. До момента, когда уже все приготовим. Прощаемся с вами. Всего доброго. До новых встреч на нашем канале.